Привет, меня зовут Игорь. Как я уже говорил, проблемы были в щитке электрическом. Вот сосед-электрик собрал вот такой щиток. В понедельник придет, будем вместе с ним устанавливать. Он заодно сразу опечатает перенос счетчика на новый щиток. Но сначала мы с вами должны определить, не перепутали ли строители, старые строители, не в смысле старые по возрасту, а те, которые строили старый вот этот дом, ноль и землю. Довольно часто бывает, что где-то там не хватило провода, и строители, электрики доморощенные просто нулевой провод подключают на землю и наоборот. Как это делается? Для наглядности я взял удлинитель, чтобы было удобно включать, и включим его в розетку. Нам потребуется обычный тестер. Ставим переключатель на измерение переменного напряжения и смотрим. Показывает 238, у кого-то 220, у кого-то 240, все зависит от подстанции. Теперь оставляем один щуп, второй вынимаем и касаемся земли. Если в этом случае тестер будет показывать 220 вольт, 240, значит здесь у нас будет фазный провод. В данном случае у нас ничего не показывает, значит черный щуп воткнут в отверстие там, где нету напряжения, то есть фаза у нас в соседнем. Проверяем. Красный вставляем, показывает напряжение. Вынимаем черный щуп из нуля и касаемся земли. Показывает напряжение. Красный провод, красный щуп у нас в фазном отверстии. Теперь переводим тестер в режим замерки сопротивления. 2 килоом достаточно будет. И смотрите, на данный момент он показывает единицу. Когда мы замыкаем контакты, при коротком замыкании тестер показывает 0. Что мы делаем? Мы с вами запомнили, что здесь у нас фазный провод подключен. Соответственно, это у нас земля, это у нас 0. Если мы коснемся земли, вот короткое замыкание. Теперь, если мы этот щуп поставим в провод, который подключен к нулю, в случае, если будет короткое замыкание, то у нас покажет 0. Как видите, 0 не показывает, значит короткого замыкания нет. И из этого следует, что строители сделали все грамотно. 0 в щитке подключен на 0, а земля подключена на землю. Сейчас мы перемещаемся в электрический щиток. Вот такой у нас щиток. Я его уже открутил. Вот такие вот у нас провода. Я их подписал, чтобы завтра было проще работать. Сейчас нам с вами необходимо определить, где у нас в счетчике 0, где земля, а где фаза. По вводу в счетчик, скорее всего, вот этот черный провод — это фазный, вот этот синий — это нулевой, а где земля, будем искать. Хочу напомнить, что все последующие работы производятся только при отключенном фазном проводе. Теперь мы замерим, действительно это фазный или нет. То есть для этого нужна тестерная отвертка. Мы касаемся и видите, что лампочка на рукоятке отвертки горит красным цветом. Значит, это фаза. Обязательно заизолировать, качественно заизолировать изолентой и использовать прорезиненные перчатки. Вводной фазный провод мы с вами заизолировали. Теперь обратите внимание, как я говорил, вот этот синий, скорее всего,
0 рабочий, так как он входит в счетчик и выходит из него, вот он синий идет, и приходит вот на такой сгусток проводов. Второй сгусток у нас идет, вот он тоже, к нему идут и настоящие желто-зеленые земляные провода, ну не земляные, а те, которые положено подключать на землю, и опять же со старой проводки синие и черные. Я думаю, что вот это вот заземление. И сейчас нам надо будет с вами удостовериться в этом. Итак, я снял изоляцию с двух конгломератов, так сказать, скруток проводов. Соответственно, надо удостовериться, действительно ли вот это рабочий 0, а это заземление. Для этого мы будем использовать, можно использовать любой провод, который соединить дома с розеткой. Я буду использовать удлинитель. И здесь такой провод, он будет являться землей. Что мы для этого сделаем? Думаем, что вот это у нас земля. Хочу обратить внимание, что фазный провод отключен, электричества во всем доме нету. Тестер у нас стоит в режиме определения сопротивления на 2000 Ом. И второй клеммой мы касаемся земли. Нам показывает 0. Значит, короткое замыкание, и эти провода между собой соединены. То есть это земля. Если мы в 0, показывает единицу, в фазу, показывает единицу, на заземлении показывает 0. Значит, там у нас земля. Таким образом, мы с вами определили, где в щитке находится земля, а где рабочий 0. Обращаю внимание, ребята, очень аккуратно, обязательно отключать фазный провод и желательно, чтобы все инструменты имели гарантированную надежную изоляцию. Всем спасибо за просмотр.